Я завелась. Вот, поэтому мои скрипты на скрипты не похожи, их не палят. Я с вами давно наблюдаю, вы такие делаете красивые брови. И она такая села, как Аленушка на камешек. И ты. Один момент вот это ты докручиваешь, и люди увеличивают, понимаешь, прибыль там на 20, на 30%. А так можно было? Самый любимый кайфовый момент, который просто... Выключайте камеру. Мастера в нужде видно. А потом заблокировано. Да. Что как-то очень сильно меня взяли сейчас тут прям в оборот. Тань, прикинь, я так сделала, как ты говоришь, и записала сразу 2 клиентов. Голосовые сообщения, мои любимые. Здравствуйте, Ольга. Даже 1 секунду, простите, там на заднем фоне. Мама, где моя футболка? Я покакал. И клиент... Вот с такими глазами. В переписке нету слез и нету безудержного смеха. Была, не была, живем один день. Вот где вот эта вот точка, когда вот понять, клиент ушел или я с ним недостаточно поговорила? Пустите меня в ваш директ! Пустите меня! Пустите! А почему вы мне? Не создать конференцию. Да. Это ведь так быстро и просто. Улыбнулись, Да. настроились, так глубоко вдохнули и настроились на самый потрясающий подкаст. Всем привет! Мы на канале Hanafi Color Pigments, и сегодня у нас в гостях потрясающая Татьяна Власова, эксперт по коммуникации с клиентами. Таня, здравствуй! Лиза, дорогая, привет. Я благодарю тебя, что ты меня пригласила. Благодарю в целом всю компанию Hanafi. Здесь очень сильно красиво. Мне с тобой очень сильно приятно. Я готова к классному диалогу. Это здорово. На самом деле, хочется для начала подробнее рассказать, раскрыть, чем же ты все-таки занимаешься, потому что очень загадочно звучит. Коммуникация с клиентами — это про живое общение, это про переписки, это про звонки, это про все вместе. Вот поэтому чем ты занимаешься? Меня называют, особенно коллеги и мастера, тренера в бьюти-индустрии. Кстати говоря, не только в перманентном макияже, просто так получилось, что у меня очень много клиентов и студентов здесь. Эмпатичным меня называют специалистом по работе с клиентами. Мне говорят: Тань, ты как-то так можешь завернуть текст, что как-то вот я читаю, я то же самое хотела передать, но у меня как-то по-идиотски и выглядит: доброго времени суток, продолжение нашего разговора. Вот это все. А ты как-то так легко просто, ты, и она раз такая предоплату перевела. Вот как ты это делаешь? Какие-то сложные ситуации можешь вырулить. Поэтому я больше, конечно же, про текстовую коммуникацию, то есть, как у нас говорят, да, скриптолог, очень сексуальное слово. Да, весьма. Есть, да, в нем такая перчиночка. Вот. Но, конечно же, ко мне обращаются мастера перманентного макияжа, тренера и преподаватели, производители пигментов и комплектующих, в том числе, которые говорят: Таня, у нас также есть коммуникация с клиентами, которые нам актуально подтянуть, улучшить для нашего отдела продаж в телефонном звонке. И, естественно, мы хотим лучше и круче коммуницировать с клиентами при личном контакте, в том числе, чтобы наши администраторы не просто «здравствуйте, всего доброго, вот сюда приложите карту, чай, кофе», а чтобы они классно могли еще ритейл предложить, записать человека на 2-ю, на 3-ю зону сразу. Я очень сильно люблю женщин и в целом людей, и я знаю, как какой-то ключик подобрать, понимаешь, в процессе диалога. Я как-то как будто чувствую, даже вот представляю, визуализирую, как она там сидит, как она читает. Вот, поэтому мои скрипты на скрипты не похожи, их не палят. Кажется, как будто прям вот на страстях она только что набрала, отправила, и ты такая: классно. То есть, знаешь, да, о чем я говорю? Да, то есть, чаще всего вот при слове скрипт, конечно, люди сразу думают о том, что это будет пункт 1, 2, 3, 4, 5, и что ты не можешь там никак его варьировать, и что это действительно что-то очень холодное, монотонное, то, как мы привыкли. Кстати, сразу пришла мысль в голову, так как мы говорим там про бьюти-индустрию, и очень часто, когда записываешься куда-то, кому-то на процедуру или услугу, там видно, что девочки-администраторы очень сильно стараются, но выруливают за счет сердечек, цветочков, каких-то еще определенных штук, и ты вот прям вот чувствуешь, что человек пытается быть к тебе прям супер-супер милым, но при этом он тебе не сильно продает. И я так понимаю, что ты как раз работаешь вот с тем, чтобы как раз-таки именно состоялась продажа, а не просто милая беседа. Обычно у нас происходит что?
Вот это 99,9%, когда ко мне приходят люди на личные консультации, когда ко мне приходят люди, знаешь, просто где-то вот они написали, оставили там плюсик, Тань, пожалуйста, помоги, в директ скинула переписку, просто скажите свое вот отношение, обратную связь, или там, например, я в своем телеграм-канале в определенные дни прям, у меня есть рубрика «Разбор переписок». И там такое, что ты смотришь, классно начался диалог, мы здорово поприветствовали человека, мы там узнали, что ему нужно, у нас потрясающее предложение, у нас хорошая продуктовая линейка, возможно, ну, продуктовая линейка в данном случае, если мастера, там, допустим, мы работаем с разными зонами, да, у нас даже есть какие-то спецпредложения, когда она к нам записывается на 2 зоны сразу, ей там какие-то привилегии. И она такая лояльная, и вроде записаться хочет, я с вами давно наблюдаю, вы такие делаете красивые брови, если пойду только к вам. И все так было здорово, и энергии было потрачено на самом деле, прям очень-очень-очень много. У меня этот пошел поток. Чуть-чуть микрофончик. Ну, потом произошло что? Как бы, знаешь как, все рассказали ей, и как бы все. Вот, ну, и она такая села, как Алёнушка на камешек. И ты думаешь, ну сейчас она скажет. Сейчас она купит. Меня, да, или покупаю, или, ну, давайте же ваши реквизиты. А она такая, я подумаю. Ну, да? Она либо подумала, но ты об этом еще не знаешь. Это как бы, да, одна ситуация. То есть ты типа сидишь, ждешь от нее инициативы, что она скажет, ну, запишите. А она сидит по ту сторону и думает, ну, мне сейчас скажут, как купить, мне сейчас скажут, как записаться. И вы как бы тупите вдвоем. Это такая распространенная история, когда вы их консультируете, когда вы как справочное бюро, вы их информируете, и там реально может быть все очень мило, красиво и приятно. Видно, что мастер, да, или админ очень сильно старается, но продажи нет. Угу. Вот этот, понимаешь, ключевой момент, когда нужно сказать, ну так давайте записываю тогда вас, и там предложите окна, то есть быть инициативным в диалоге, а мы как будто инициативу отпускаем. И бывает, знаешь, момент какой классный, особенно это работает с представителями сферы перманентного макияжа, когда у них прям много студий, много центров. Один момент вот это ты докручиваешь, и люди увеличивают, понимаешь, прибыль там на 20, на 30%. И самый распространенный вот спич, который, знаешь, на планерках, а так можно было? Нам просто нужно было вот эту фразу написать. То есть скрипты, во-первых, да, к ним вот такое отношение, потому что банки нам названивают, банки, да, пластиковые окна, поставьте зубы. Только сейчас, только для вас уникальное предложение, огромный поток, много вот этого шума, поэтому скрипты воспринимаются как что-то холодное, сложное, либо сложно подчиненные какие-то сообщения, вот какие-то такие вот текста, где вот прям, знаешь, должны быть причастные обороты. Да, обязательно, чтобы красиво было. То есть там точечка к точечке. По факту скрипт кайфовый, когда он простой, короткий. И человек ты его как-то кайфово привел к мысли, да, и он купил. Поэтому иногда надо докрутить там типа 0,2%. И запись уже состоится. Уже как бы все получится. Получается, по большей части у специалистов проблемы с продажами, потому что они не продают. Да, да. Все хотят продавать, не продавая. И мы такие падкие, да, на вот эти, когда мы видим заголовок, на нашем вебинаре мы расскажем вам, как продавать, не продавая. Вообще не нужно никому ничего продавать, нужно просто быть аутентичной, проявленной. И еще в легкости не работать 2 часа в день. Авокадо тост с утра, да. Продышаться маткой. Вот, ты просто, понимаешь, вот есть какие-то богатые люди, она просто классная. Она просто богатая. Просто, да. И она такая, какая есть, понимаешь, у нее хочется купить. Вообще не нужно никому писать, не надо никому перезванивать. Нужно, сами запишутся, нужно, сами купят. И ты знаешь, я понимаю, почему так этого сильно всего хочется. Это знаешь, как можно пахать, что лошадь, а хочется вот запрос в космос послать, да, может быть, я просто женщина, я же должна быть слабой, ну вот можно, да, сильно уйти вот в мракобесие какое-то такое. И вообще как бы отпустить, и поток придет. То есть в это можно поиграться, но давайте не будем забывать, что это бизнес, здесь работают цифры, тут работает статистика, поэтому, когда мне говорят, Татьяна, что-то как-то вот ты знаешь, я не продажник, продажи это просто не мое. Я вот не понимаю, как им написать, как им напомнить. И я вот, когда мне напоминают о себе, когда мне начинают что-то продавать, мне становится некомфортно, я такие сообщения даже не читаю. И многие мои подружки тоже. Поэтому как мне с этим быть? Я всегда говорю одну простую вещь.
Окей, давай представим «Золотое яблоко», там ЛДБТ, Ривгош, Азбука вкуса, да, Ашан, Магнит Косметик и многих-многих других. Просто прикинь, если бы эти ребята в очередной какой-то день, когда вот они сидят, пьют кофеечка там где-то у себя в коворкинге, и такие: приехала новая поставка помад, Что-то настроение тональных нет, не кремов, говорит. там, да. Что-то как-то не хочется сегодня быть навязчивыми. Не будем оповещать миллионы наших клиентов в СМС-рассылке, да, или свежий хлеб приехал. Не будем говорить об этом, потому что стесняемся. Или сами догадаются, что у нас Да, или какая-то новая подумают, линейка. что нам надо продать. Ну, то есть, ну это же бред, да? То есть как бы мы не должны срастаться мясом с своим, как бы, знаешь, продуктом, с маркетингом. Мы должны понимать, что есть я как личность, есть я как человек, я управляю показателями, я управляю цифрами, я слежу за качеством и так далее, но я не могу отказываться от инструментов информирования клиентов и отрицать продажи по факту их существования вообще, понимаешь, как таковые, потому что это глупо. То есть когда мне говорят, меня бесит, когда я говорю, я подумаю, а они начинают: а давайте подумаем вместе. Вот это все, это дебильно, я согласна. Есть фразы клише, от которых нужно избавляться. Вот. Но я считаю, что как бы вот не нужно так делать. Я говорю: хорошо, давай с тобой проведем эксперимент. Вот смотри, мы с тобой неделю прям продаем, как я тебе расскажу, да? А потом неделю мы не продаем, действуем как ты. И просто посмотрим, сколько у нас денег будет лежать в кассе здесь и здесь. Как бы я в себе уверена, все понимают, что если продавать, будут деньги, да, что продавать нужно продавать. Вот. И люди сталкиваются здесь, мастера, с тем, что, знаешь, это вообще не про бизнес, это не про продажи, это про не уметь или уметь. Это про страх получить какой-то ответ, который ударит по эго. Придется что-то менять. Придется столкнуться с какой-то реальностью. Придется столкнуться с мнением о себе или своей процедуре какого-то человека. И это может быть неприятное мнение. И так больно в это идти, что я вот мое дело брови делать. Все, я туда не пойду. Еще один момент, который отрезвляющим нахожу. Когда ты в директе сидишь, когда ты в WhatsApp консультируешь своих клиентов, я не знаю, ВКонтакте, в Одноклассниках, имей в виду. Если ты сейчас не общаешься, ты в роли менеджера, ты шапочку со своей головы вот так мастера снимаешь, ты менеджер по продажам. Не нравится тебе эта роль? Пожалуйста, делегируй. Нанимать человека, который будет продавать за тебя. Но только есть, опять-таки, да, момент про ловушку. Прежде чем садить этого человека, ну знаешь как, хочется же волшебную девочку. Вот я не люблю продавать, мое дело брови делать. А она любит, она богиня. Она мне тут сейчас продажи с колен поднимет, как клиенты начнут записываться. Как разбогатею. Будет все кайфово. Но если ты сама не понимаешь, как продавать, если ты сама не знаешь сильные стороны своего продукта, себя вообще, знаешь, как личности, как человека, то есть как ее ты проверишь на адекватность? Она тебе какую-нибудь херню будет делать. Ты даже не поймешь. Ты не сможешь проконтролировать. Поэтому я всегда, знаешь, как ты сначала сама немножко пойми, в курс дела вникни, как вообще продажи-то выстраиваются, как мы с клиентом должны взаимодействовать, что работает, что не работает. И самое важное, почему. Потом человека нанимаешь, передаешь этот регламент. Какая-то есть у нас контрольная планерка раз в неделю, когда мы ставим какой-то план по записям, первичная, коррекция, рефреш, возвратность клиента в целом, узнать, что прошло, как прошло, да, взять обратную связь, как себя чувствуют, почему к нам давно не ходили. Возвратность клиентов, кстати, через переписку. Это отдельная тема, мы с тобой об этом поговорим, потому что это прям кайф. Клиент, который ходил, а потом, как резиночка, знаешь, в доме у девочек для волос, положила и потерялась. Все. Какое интересное сравнение клиентка, как резиночка для волос. Да, и ты не понимаешь, где она, да, или носочек. Вот. Хотя, казалось бы, нормально общались. Что произошло? Вот. И тоже, да, мы стесняемся написать. Так вот, момент вот этот, что тебе сначала нужно вникнуть, как вообще эти продажи выстраиваются, откуда, что, куда идет, потом человека садить. Никаких волшебных девочек не существует. Тут надо пойти в свой страх. Смотри, давай чуть-чуть структуризируем то, о чем мы поговорили. Мы, на самом деле, затронули сейчас прям несколько очень-очень важных болей. Первое, что все-таки продажи — это про взять ответственность за свой бизнес. 100%.
И даже если ты мастер, который работает сам один в кабинете, там, без администратора, без какого-то большого количества персонала, важно воспринимать это как бизнес и себя ответственным за количество продаж, которые у тебя будут, а не просто выложила красивую работу, выложила новые губы, выложила новые брови, и вот они все сами записались, да, вот мы как раз говорим про то, что нет, это так не работает, что, конечно же, ну, как бы сарафанное радио, рекомендации, это все здорово, и спасибо, что вы к нам приходите, но это тот момент, которым можно управлять. Это первая мысль, правильно? Да, все именно так и есть. Супер. Вторая мысль о том, что если мы не любим продавать сами, все равно в это надо немножко погрузиться, потому что иначе не будет возможности правильно делегировать эту задачу менеджеру, потому что менеджер может быть и сам не очень компетентный. И, кстати, вот здесь вот тоже очень такая палка о двух концах. С одной стороны, мы хотим делегировать это компетентному специалисту, который сам разбирается. С другой стороны, не всегда есть возможность, допустим, финансово нанять сразу такого эксперта или специалиста, да, который полностью закроет вот эту вот всю, я бы сказала, наверное, это к маркетингу относится больше, вот эту вот историю. И вот мы приходим к ситуации, когда есть потрясающий мастер. Угу. Новичок, не новичок, но энтузиаст, который готов работать, который хочет записи с клиентов. И вот клиентов на данный момент у него нет, либо мало. У него есть какой-то трафик, кто-то его периодически спрашивает, можно ли записаться к вам на брови, можно ли записаться к вам на губы, но мы сталкиваемся с тем, что человек не доходит. Вот давай сейчас об этом поговорим. В чем основные проблемы, почему к мастеру приходят заявки, но мастер не может сделать продажу. Здесь, конечно же, как ты правильно сказала, часто начинается, мастер переживает за то, что он может быть некомпетентным, за то, что это камень в его огород, нашли другого мастера, но мне понравилась твоя идея, что очень часто это ошибка скрипта продаж. И вот давай как раз-таки сейчас поговорим про эти ошибки, которые допускают мастера в переписке с клиентами. Самый любимый кайфовый момент, который просто... Выключайте камеру. Наливайте вино. Поговорим. Сейчас пойдет просто максимальный поток сознания. Прям давай поделим на пункты, которые у нас относятся к таким техническим моментам. Есть техника, определенная последовательность, есть наше эмоциональное состояние, наша такая определенная готовность к этому диалогу, понимание, что будет дальше, да? Попробуем разделить. Самая большая ошибка мастеров, тренеров, там, преподавателей, неважно. Но мы сейчас поговорим о тех, кто еще не делегировал. Заявки поступают, кто-то как-то знает, но что-то клиенты то не доходит, то их очень мало, то густо, то пусто, да? Ты никогда не знаешь, сколько заработаешь на следующей неделе. Такая немножко неопределенность. Мастера в нужде видно. Момент первый. То есть, когда у вас мало клиентов, ты переживаешь в этот момент, блин, что-то как-то клиентов маловато, что-то как-то, наверное, какую-нибудь акцию, скидочки намутить, что-то, наверное, делаю не так, начинаешь как-то себя вот грызть, надо что-то сделать, какую-нибудь... Первая мысль, надо скинуть цену, чтобы у меня было, да, и вот это сразу большая очень ошибка, потому что я не против акций, каких-то скидочек. Если это четко регламентированный процесс, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, у этого есть начало, у этого есть конец, и это прямо ажиотажность создает определенную. Но это не должен быть единственный инструмент, который ты используешь постоянно, и клиент уже думает, зачем мне к ней идти по полному чеку, если на следующей неделе опять свою акцию, скидочку сделает, и я заплачу там на 50% меньше. Да? То есть это должно быть не из этих вот соображений. Мастера в нужде видно, когда в неделю приходит 3 заявки, и она с них просто всю душу высасывает. И потом мне пишет: Татьяна, я взяла ваш скрипт, я сделала все, как вы сказали, а потом еще раз написала, а потом еще. Она меня игнорирует. Представляете, Татьяна? А потом заблокирована. Да, а потом написала мне, что не пишите мне больше, если мне нужно. Я говорю, так потому что ты человека настолько достала. Ты отпусти немножечко. То есть как бы нужно отнестись с большим пониманием к себе. Как у нас был этот рилс, там, где... Ну, там было первое слово матерное, не буду, ну, типа от себя, да? То есть, смотри, у тебя сейчас процесс по клиентам. Окей, что ты можешь сделать? Качественно отработай с теми заявками, которые к тебе пришли, но не вытаскивай с них душу, не вытрясывай ты. Иди это время, инвестируй в то, что все ли нормально с контентом. Может, какие-то классные пигменты к тебе приехали, освети их, пожалуйста. Подними галерею работ, сделай классные коллажи. Пойди там, не знаю, там на YouTube к Ханафи, понимаешь, посмотри какой-нибудь интересный подкаст. То есть инвестируй. Мы же, понимаешь, склонны, а женщины особенно.
Вот нам нужно найти проблему. Вот опять что-то не так. То у нас нет времени на то, чтобы достаточно там с детьми побыть, с мужем, приготовить. Мы прям, боже, сколько много работы, я скоро там помру. То есть иногда жалуемся на обилие работы и жалуемся на недостаток работы. У нас какие-то бывают пограничные состояния в этом. Вот. Не передавливаем людей. Люди очень сильно чувствуют вот это определенное давление. Когда ты... То есть это очень, понимаешь, большая распространенная такая ошибка. То есть технический скрипт может быть выстроен правильно. Мы сейчас поговорим, да, вот о таких точечных моментах, из чего состоит скрипт и в чем залог его успеха. Но если вы отправляете там с большой частотой, и потом вот эти добивочные мои любимые, ну так что? Ну так что решили? Ольга, Оля. Все, человек, может быть, пошел бы, но вы вот так достали, да, что она подумает, боже, она в нужде. И у нее плохо идут дела, у нее нет клиентов, не хочу. И вот, кстати, здесь очень резонный вопрос. У большинства людей скрипт продажи — это синоним вот этого вот навязчивого общения. Да. Когда с тебя не слезают, когда хотят тебя получить любой ценой, и ты уже просто боишься туда идти, потому что тебе сейчас скажут, есть же еще вот эта вот классная фишка, там, не знаю, например, там зоны допродавать или еще что-то, и думаю, сейчас я к ним приду, и они меня еще и тут на деньги разведут. Да. И там, я не говорю, что это плохо, допродавать зоны — это хорошо, но тоже мягко, грамотно и, скажем так, с заботой о клиенте, а не, как ты правильно говоришь, из нужды. Да. И вот здесь вот хочется, знаешь, немножко нашим зрителям объяснить вот эту разницу, чем вот это эмоциональное насилие и давление над клиентом отличается от реального скрипта продаж, с которыми работаешь в данном случае ты. Потому что, насколько я понимаю, что твои скрипты — это про что-то заботливое, про что-то бережное и про то, чтобы человек с радостью хотел записаться, а не думал в ужасе, что как-то очень сильно меня взяли сейчас тут прям в оборот. Смотри, да, есть такой нюанс. У нас бывает в диалоге формируется раздражение сразу же. Вроде бы тебе ничего такого не написали, вроде бы тебе никак там, естественно, не обидели, не дай бог, не оскорбили, но ты чувствуешь давление, ты чувствуешь как бы, что на тебя вот насели, знаешь, так прям не слазят с тебя. Тебя, знаешь, как будто вот так вот взяли за капюшончик, так и в лужу. Ты как бы пойдешь ко мне делать эти брови, хочется этого или нет? Вот. Хотя оно все со смайлами и радугой. Да, вот как я говорила, сердечки, цветочки. Да. Вы готовы, вы решили. Но там такое давление лютое происходит. Смотри, когда человек чувствует это давление, и более того, чувствует себя не очень комфортно, чувствует уязвимо в той ситуации, где он не понимает, что будет происходить дальше. В той ситуации, когда она, в данном случае женщина, которая к нам может прийти как клиент, не понимает, что будет конкретно происходить в ее жизни, когда она нажмет на кнопку «Оплатить». У нее нет, заиграла. У нее нет понимания вот этого маршрута. Вот мы с тобой сейчас об этом говорим. Я тебе вот это отвечу. Дальше что будет? А я потом студию твой порог переступлю. Что будет? Я к тебе зайду. Что будет? А потом как буду выглядеть? А потом что дальше? То есть я очень сильно всегда большой акцент делаю, когда я и преподаю, и пишу скрипты, да, там, обучаю девчонок, и админов, и мастеров. Расскажите своему клиенту, покажите маршрутную карту. Что у нас с тобой сейчас будет происходить в диалоге, как мы его построим в целом, к чему мы по итогу придем. Это еще и про запрограммировать человека на то, что потом ты мне дашь этот ответ, я дам тебе на него обратную связь, и мы с тобой совместно выберем лучшие окна. Когда человек находится в известности, он активнее и лучше идет на диалог. Я сейчас прям пример приведу. Здравствуйте, сколько у вас стоит сделать брови? Здравствуйте, на связи заботливый менеджер Анечка Иванова. Сейчас я вам все расскажу. Скажите, пожалуйста, на бровях сейчас что-то есть? Что-то уже делали? Нет, никогда не делали. Сориентируйте, пожалуйста, сколько будет стоить. Да, конечно, одну секунду. К нам как раз приехали потрясающие пигменты, которые что-то там, все дела, пушка-пожар. Ага. Вы когда к нам хотели попасть? Не знаю, может быть, на этой неделе, если не получится, на следующей. И как бы уже не спрашивает про стоимость, но ждет. Так подскажите, пожалуйста, вы к какому хотите пойти мастеру? Там, к Оксане, к Наталье, да, если есть несколько мастеров, или к Екатерине? Я не знаю, смотря сколько стоит их работа. Еще раз пишет она нам. Там нарастает уже раздражение у человека. Почему? Потому что она думает, меня игнорируют. Цена, наверное, это какой-то секретный секретик. Скорее всего, очень дорого. Иначе бы мне бы уже 3 раза написали эту цену. И другой вариант, как мы можем простроить диалог. Здравствуйте, сколько у вас стоят брови? Здравствуйте, сколько у вас там стоят губы? Добрый день, Наталья. Одну секунду, сейчас пару вопросов буквально задам, чтобы сразу вам информацию нужную дать.
И после этого напишу стоимость, расскажу, да, у кого какие цены. У нас несколько мастеров работает. И предложу вам лучшие окошки на выбор. Окей? Задаем вопрос, но он как бы чисто из вежливости, он риторический. И нам не обязательно даже дожидаться ответа от человека. Но мы оповестили. И пишем. Сориентируйте. А прямо сейчас есть у вас что-то на бровях? Делали? Может быть, окрашивали просто брови хной или когда-то делали перманентный макияж? Это очень важно, потому что это влияет на количество времени, да. Нам удалять сначала понадобится перманент или там сразу же чистенькие, свеженькие там брови, допустим, сделаем. Вот. И если работы каких-то наших мастеров вам особо понравились, может быть, за кем-то особо наблюдать, вы прям фоточку покажите, я сразу скажу, чья это работа, и посмотрю сразу вот к ней окошечки, именно к этому специалисту. Жду. Пальчик вниз еще можно использовать. Это такой, как эмоциональный захват. Вроде как я сейчас сказала, теперь ты, как договаривались с тобой, ты мне ответ, и я тебе ответ. И человек такой, окей, ладно, ну, на бровях ничего нет. Мне все нравятся фотографии, у вас очень красивая работа. Мне вообще вас подруга посоветовала. Все, я вас поняла, я вас услышала. И дальше мы рассказываем. Стоимость какая у перманентного макияжа за эту зону. Можно сделать красиво, как обычно рекомендуют в продажах, но можно лавировать. Когда сначала мы ее эмоционально погружаем в то, что будет происходить в студии, как ей там будет классно, замечательно, как все пройдет. Главное, чтобы это было коротко, емко. А стоить это будет всего лишь 16 тысяч рублей, добавляем мы. Потому что женщине очень важно сначала узнать, за что заплатит, а потом сколько. Иначе, если мы поставим сначала стоимость, а потом будем писать, все, что после стоимости, как оправдание выглядит в основном. Она такая, стоит ли это 16 косарей? И будет она вот уже торговаться мысленно с собой. Если мы сначала ее погрузим хорошо вот этот эмоциональный контекст, она поймет, это безопасно, это четко. То есть ее надо мысленно как будто взять за руку и провести по всем этапам. Смотри, ты мне сейчас даешь добро. Вы, например, выбираем мастера Катю. Вы приходите в студию. Пока мы не отрисуем вам идеальный эскиз и не согласуем тот самый цвет, я не притронусь к вашим бровям. Все, посмотрим форму, там все дела. Кайфово проведете время. У нас вообще там ортопедические кресла. Девчонки даже беременные к нам приходят, бывают. Беременные, перепутала с ресницами. Нельзя же при беременности делать перманентный макияж. Сейчас меня посмотрят, мастера скажут, все, отписываемся от Танюхи. Дизлайк, лайк. Ну, короче, то есть комфортно даже будет. Девчонки, у кого, например, проблемы с позвоночником или спиной, просто засыпают, у нас классно проводят время. Вот. После процедуры посмотрите на себя, сразу брови могут быть чуть поярче, это ничего. Потом я вас отпускаю, выдам вам потрясающий уходовый набор. Мы с вами на связи. Вот. И уже там через какое-то время спокойно можете там заниматься какими-то своими делами. То есть провести. И я такая, то есть, в принципе, я не буду выглядеть отвратительно совсем уж, да. На работу выйти можно будет, так, все. Особенно, если я вообще не осведомлена, что такое перманент, я просто хочу красивые брови. Ну, вот такое вот, кстати, то, что мы ржали, да, до записи интервью про мои брови, что я их удаляю. Сейчас. Это процесс. Это процесс, этап. Да, таков путь, друзья. Поэтому, если видите легкую краснинку, не надо писать об этом в комментариях. Или напишите, мы поддерживаем красные брови. Да, мы за красные брови. Вот, потому что я всех классных, понимаешь, людей, которые дают комплименты женщинам, благословляю на продаже, а других нет. Вот так вот. Тогда, конечно же, мы все обязаны друг другу сейчас выдать просто порцию комплиментов. Вот. И, кстати, пишите в комментариях комплименты прекрасным бровям, волосам, губам, всему. Да, серый пиджак у тебя потрясающий, да. Давайте обмениваться положительной энергией. Да, благодарю. Я вот обратила внимание на вот это вот украшение. Да, всё. Так что мы все благословлены на продаже. Мы будем богатыми, без вариантов. Смотри, вот важный момент, про который мы с тобой проговорили. Ты вот сама понимаешь, да, о чем я говорю, когда ты находишься в диалоге и телефоном, и при вот в таком личном взаимодействии с человеком, в какой-то неизвестности как будто. Подскажите, сколько стоит у вас обои? Сейчас. Куда-то ушел, непонятно через сколько придет. Он тобой будет заниматься или старший менеджер выйдет. Ты должна как-то рассчитывать время. Тебе все еще не дали конкретики, если именно те обои, которые тебе нужны. Начинаешь психовать, стрессовать, муж рядом стоит, слушай, я уже жрать хочу, поехали домой, мне надо еще заехать в автосервис. Непонимание. Женщина пишет, здравствуйте, сколько стоят брови? Вы задаете ей много каких-то вопросов, не обосновывая, почему ей выгодно на них ответить и что произойдет после того, как она на них ответит. Есть такая штука, да? Потом, смотри, по ошибкам. Вот ты задала очень прикольный темп
диалогу относительно того, что какие вот прям могут девчонки прямо сейчас выявить ошибки, минимизировать их, да, и увидеть, чем классный скрипт от плохого отличается. Да, потому что вот эти вот ошибки, это вот, мне кажется, ключевое, на чем вот строится Да. диалог, потому что иногда думаешь, что я вот и скрипт веду, я вот уже и правильные вопросы задаю, и вот даже аргументировала, зачем я это спрашиваю, а все равно вот есть какой-то нюанс. Есть моменты такие, знаешь, из области неочевидно. Вот. Но когда я об этом рассказываю, девчонки такие, блин, я бы никогда в жизни не подумала. Мне нравится удивлять людей, и потом, знаешь, кайфовать, когда пишут, Тань, прикинь, я так сделала, как ты говоришь, и записала сразу 2 клиентов. Вот. Это прям вот, как, знаешь, зрительный оргазм глаз моих и ушей, когда мне такое пишут. Поэтому, друзья, я жду ваши лайки, репосты, сообщения, что, Татьяна, я это сделала, представляешь, клиента записала. Во-первых, когда вы берете текст любой, который хотите отправить, и почему-то, зачем-то начинаете отправлять по строчечке, по слову. Здравствуйте, отправить. Сейчас вам все расскажу. Отправить. Только буквально отправить. И вот у меня вопрос. Отправить. Что-нибудь там еще отправить. Все мы знаем, что в Нельзяграм, да, у нас там VPN работает, VPN там не работает, допустим. И что-то отправилось, что-то нет. Человеку вообще может прийти, знаешь, как я говорю, гвозди, сало и говно. Чё, куда, зачем? Ну, то есть как бы идиотизм. Следующая ситуация. Представляете, девушка, она сидит где-то на работе, ей скучно. Она такая, ладно, на брови записался, что-нибудь. И у нее телефон бз-бз-бз. Она такая, ну, к вечеру зайду, узнаю, как записаться на брови. Другой момент. Укладывает ребенка спать. И у нее тут бесконечно. И уже такое нервное напряжение у клиента начинается. Да, ты когда мне суть скажешь? То есть зачем? Проще взять тот же самый... Я вообще люблю говорить, одна мысль, один текст. Вот, одна мысль, одно сообщение. Разбей его просто красиво. Вступление, центральная часть, суть, что предлагаешь, и, соответственно, уже призыв к этому принятию решения. Похоже на школьное сочинение. То есть, ну, как бы, да, дисциплинируйте просто себя немножко в этом плане. Это же еще и ваше время колоссально экономит. Вот это мозоль на пальце себе нарабатывать, да? Или мы взяли просто... Есть замечательный электронный блокнот, но, по крайней мере, он мне нравится. Evernote или Evernote, не помню, как правильно пишется. Вот, там можно создать себе прям папочки. Если пишет, что дорого, там возражение. Если пишет, что подумаю. Презентация, процедуры, перманентный макияж бровей. Презентация процедуры, перманентный макияж губ. Коррекция, рефреш. Давно к нам не ходила. Разные папочки. Вы заходите в необходимый раздел, скопировали, вставили, отправили. Зачем вот это вот все делать? То есть это колоссальная экономия времени происходит. Да? Понятное дело, что можно взять этот скрипт, немножко потом адаптировать уже по теме того, что человек конкретно пишет, но у вас есть некий скелет, да? То есть сначала мы что делаем? Да, здравствуйте, Наталья, сейчас подробно вам расскажу, буквально 2 вопроса и сориентирую вас по стоимости. Отступ. Текст. Вопрос. Что мы задаем? Вопрос. Вопрос раз, вопрос 2, вопрос 3. Отступ. Я ожидаю ваш ответ. Сразу же после этого проинформирую вас по стоимости, расскажу, какие есть ближайшие окошки для записи. Окей? Задали вопрос, там пальчик вниз. Все. Девушка зашла, она в одном сообщении увидела необходимую, важную для себя информацию. Вот обратите, пожалуйста, внимание, не грешите ли вы этой штукой, не отправляете ли вы вот так построчно. Это пункт номер 1. Пункт номер 2. Голосовые сообщения, мои любимые. Это же клака, зла, чертовщинка. То есть, это когда мастера отправляют клиентам голосовые сообщения? Да. Здравствуйте, например, Ирина. Расскажите, пожалуйста, когда к вам можно записаться на брови и какая сейчас цена? В ответ похерачили голосовые сообщения. Вот их прям много. Без уточнения. Удобно тебе послушать, неудобно тебе послушать. И часто это не такие голосовые сообщения, где потрясающая дикция, задор и энергия, а там... Здравствуйте, Ольга. Сейчас 1 секунду, простите, там на заднем фоне. Мама! Где моя футболка? Я покакал. Сейчас я вам расскажу. Ой, запнулась. 1 секунду, потом... Там, знаешь, и вот просто и клиент... Вот с такими глазами сидит. Типа, зачем? Важное дополнение. Я не против голосовых сообщений, потому что они сближают тебя с твоим потенциальным клиентом. Она, когда слышит твой голос, она проникается больше тобой. Одно дело, когда я напишу Наталье: здравствуйте, сейчас я вам расскажу. Большое спасибо, что обратились именно ко мне. Как раз-таки вот приехали такие красивые вчера пигменты для губ. Я уверена, сделаем тот самый эффект, который вы хотите. И другое дело, когда
Я, например, улыбаюсь, записываю это голосом. Наталья, здравствуйте. Я как раз сейчас в своей студии, представляете, вы мне пишете, я смотрю на палитру красивейших пигментов для губ от Ханафи, которые ко мне приехали. И уверена, что у нас получится сделать тот самый эффект, который вы описываете. 2 секундочки буквально, я окошки посмотрю свободные для записи, ладно? И я это голосом, улыбаясь, с такой заботой проговариваю. Все, и она там все как бы распустилась, как цветочек. Но важное дополнение, мы должны уточнить, комфортно ли ей послушать это голосовое сообщение. То есть важный такой момент, знаешь, он в чем? Если ты понимаешь, что ты сильная вот в этих голосовых, люди тебе дают обратную связь, что тебе так приятно слушать, и ты так подробно и интересно рассказываешь, и вот ты объяснила, и все как-то сразу понятно. Ты знаешь, что это твоя сильная часть. И у тебя еще есть такое, как мне бывает, знаешь, часто мастера говорят: Тань, вот в кабинете моем, когда сидим, я вообще все продать могу. И сразу она и на губы ко мне ляжет, хотя за бровями шла, и на межресничку, и на стрелочку, и по телефону. Но вот когда переписка, мне вообще некомфортно. Я вот это вот строчить, знаешь, сообщение 3 часа, это не мое. Я говорю: отлично, значит, твой инструмент классный. Это голосовые сообщения, без проблем. Потом подумаем, что с этим делать, когда у тебя админ, правда, появится, которая... Не будет писать такие голосовые. Да. Либо, если это будет улыбчивая, задорная, классная девчонка, которая переймет немножко вот этот твой вайб, то может все в принципе получиться. То есть, как бы это классный инструмент. Как мы спрашиваем у человека, можно ли записать голосовые? Не то, что как бы разрешите мне, пожалуйста, записать голосовые сообщения, чисто из человеческого, вот прошу, ради бога, молюсь за вас. Не так, да? Наталья, я увидела ваше сообщение. Скажите, удобно будет голосовое послушать? Я сейчас очень подробно и коротко все объясню, сэкономлю сильно ваше время. То есть смотри, мы продали ей идею, почему ей выгодно послушать наше голосовое сообщение. Это ключевой момент. Если некомфортно, дайте знать, я текстом напишу, не проблема. Мы даем ей выбор еще. То есть у человека появляется ощущение, что в этом диалоге она решает, она принимает решение, она им управляет. Мы создаем комфортные условия, где она расслабилась, а не то, что ты будешь делать то, что я сказала. Ну-ка, отвечай! Наталья! То есть, знаешь, когда еще... Ой, мы сейчас какой-то придем, подожди. Там... Когда мне говорят: Тань, почему переписка не работает, да, или это, у меня слеза покатилась. А вот потому что в переписке нету слез и нету безудержного смеха. Да, мне хочется это просто вот так вот открыть мою книгу, знаешь, и сказать: ну, поехали. И смотри, в чем прикол? Это может быть классный скрипт. Но вот такая ломаная коммуникация, где вставляют кучу непонятных этапов, и в целом человек вот так себя ведет. В целом. То есть есть, знаешь, как отсутствие абсолютной эмпатии, заботы о времени человека. То есть ты не заботишься о ее времени, ты вообще не думаешь о ее чувствах. Тебе дали скрипт, опять слеза, и ты такая думаешь: ну все, я сейчас вот так вот ей, а она мне ответит. Но мы должны понимать, это человек, это гибкая некая субстанция, да? Этот микрофон меня сегодня не любит. То есть это женщина, у которой есть какое-то настроение, там, ретроградный Меркурий, не дай бог ПМС, еще какие-то. То есть иногда и нужно как-то славировать и тоже как-то подстроиться. И такое бывает. У тебя есть алгоритм в голове: 1, 2, 3, 4, 5, что надо сделать, да? Но имей в виду, где-то как-то мостик нужно между этими этапами проложить, где-то прощупать. Вот. Отсутствие эмпатии – это очень большая проблема в плане продаж. Самые лучшие продажники – это вообще эмпаты. Ты как будто понимаешь даже настроение человека с полутон там слов, ты такая опа, как-то она напряжена, да? Но далеко не все эмпаты. Это как, знаешь, темперамент. С ним рождаются, да? Вот. Можно немножко прокачать. Так вот, смотри, мы с тобой, давай зафиксируем. Ошибка, да, у нас есть. Это когда мы много отправляем подряд зачем-то вот так вот сообщений, что могли поместить в одно короткое. Потом это голосовые сообщения без запроса, да. Третья ошибка. Третья ошибка – это когда ты просто, вот она тебе написала сообщение, а ты почему-то через 2 часа ей ответила. Надо понимать, что женщина испытывает непреодолимую потребность в том, чтобы потратить деньги. И она такая: была, не была, живем один день. Ой, там один день. Один раз. Ну, короче, когда женщина в таком настроении, она же считает, что она реально с дня на день умрет, потому что ей нужно срочно без пойти. Бровей. Ей надо пойти, понимаешь, и купить платье. Ты, у нее план максимум. То есть у женщины большая потребность вот это потратить деньги. Если ты не ответишь, она перейдет дорогу, она купит платье. Либо,
что отрезвляет, да, обычно? Сколько от тебя коллег в твоем городе прямо сейчас, которые тоже, знаешь, как-то повышаются? И которым тоже написали. Да. И как ты думаешь, есть там кто-то голодный до клиентов и до денег? Ну, скорее же всего, да. Кто был быстрее, заботливее и так далее. Вот. И нужно работать над скоростью. Хотя бы подключить автоматический ответ, то есть который реагирует на ключевики. Здравствуйте, там какая цена? Здравствуйте, на связи такая-то, такая-то. Буквально вот 5 минут, и я к вам приду. Сейчас работаю с клиентом. А пока ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Я когда вернусь, сразу же увижу и дам вам полную информацию. Благодарю вас. И чтобы какая-нибудь ссылочка, может быть, была вшита на самый последний рилс, допустим, актуальный, где вы очень красиво презентуетесь и показываете работу. Ну что-то. Я как клиент в этот момент что чувствую? Меня не игнорируют, обо мне позаботились. Мне дали понять, что мое сообщение принято. Хотя бы это должно быть, да? Вот. Понятное дело, что мы не можем в перчатках работать, да, с клиентом. И у нас телефон бым-бым, мы. Простите, здравствуйте, да, и там как бы клиентка лежит на бровях и думает, что происходит. Поэтому и появляется администратор, потому что это как бы неизбежная мера. Ну да, потому что, с одной стороны, Без это клиентский сервис, когда ты не можешь оставить клиента и постоянно прерваться в телефон, потому что клиенту, который к тебе пришел, уже будет неприятно и некомфортно, когда мастер постоянно с кем-то в переписке и вот те же самые там голосовые и прочее там записывает. А с другой стороны, ты вроде бы даешь своевременный, быстрый ответ, потому что для женщины это важно, потому что действительно... час-два промедления, и клиент уже может не прийти, а дальше, да, у нас вопрос, а почему мне пришла заявка, а я не продала. Это, ну, на самом деле важный момент. Да. И знаешь, вот сейчас хочется прийти к такому тоже вопросу. Вот мы прислушались ко всем рекомендациям. Написать по запросу, да, то есть там и голосовые, и структура, и рассказали человеку, зачем ему вообще отвечать на наши вопросы, да, дали ему понять, что мы не зря время его тратим. И вроде бы все так хорошо, и вот условия мы отправили, и человек пропал. И вот он молчит, он не отвечает. Вот сколько там, час, два, день, и мастер думает, все, клиент ушел, я его не записал. И начинается вот это. А может быть, я что-то там не договорила, может быть, я не досказала, может быть, недостаточно объяснила. А как спросить? Она передумала или она еще выбирает? Может быть, она была на работе целый день и вообще еще не вникала в то, что я ей пишу. Вот где вот эта вот точка, когда вот понять, клиент ушел или я с ним недостаточно поговорила? Здесь, знаешь, как бы симбиоз. Тут надо в любом случае себя проверить на адекватность, проанализировать путь, как шел диалог, и посмотреть, а нигде ли я не пропустила какой-то ее вопрос, может быть, просто, ну, из внимания как-то ушло, и она подумала, что ее игнорируют, и как-то не была услышанной, и почувствовала, что контакт не такой плотный, вот, ну и что-то как-то вот у нее, ее там унесло кому-то. Вот, если этот вопрос был, то мы можем использовать это как прецедент для того, чтобы вернуть ее в диалог обратно. Мы просто отвечаем на это сообщение. Ольга, представляете, сейчас чистила переписки в директ, и, обратила внимание, что я на ваш вопрос не ответила. Простите, пожалуйста, просто мы так с вами общались здорово, там, упустила немножко. Отвечаю. Ты-ты-ты-ты-ты. Как у вас настроение? Скажите, как дела? Попадаете к нам? Возвращаюсь, да, к нашему разговору о вашей записи, и я просто вижу, у меня есть классные окна в будние выходные дни, могу вас сориентировать. Просто подскажите, какую предложить вам половину дня, первую или вторую. Прецедент. То есть забыла ответить на какой-то вопрос, верни ее через этот вопрос. Другой момент. Ты знаешь, мы как-то это начали использовать, этот инструмент, в одном тренерском центре, когда продавали повышение квалификации. У нас такое было, что вот общались, был плохой администратор, другой, не мы классные. Как нам теперь вот этих бедолаг-то в диалог вернуть, которых мы забыли им ответить? И мы начали это использовать, и я потом увидела, очень многие начали это подхватывать. Вот тут я пока это проговариваю, можно будет прям показать людям, которые нас смотрят, примеры, что мы сделали. Я тебе скину. Это мемы. То есть, когда мы берем вот это, знаешь, ждун с бантом вот таким, когда он такой сидит, и там Наталья ждала во вторник ответ и пригрустила. И вот этот мем. Скажите, если просто забыли обо мне, да, запамятовали ответить, то вы, если что, пишите, я сегодня весь день на работе, я подойду к нашим мастерам, задам вопрос и вообще там уточню, когда к ним можно попасть, ладно? Если вы уже вызвали у собеседника по ту сторону улыбку, это кайф.
Ну, то есть, потому что женщинам приходят плюс-минус похожие сообщения. Наталья, возвращаясь к нашему разговору, доброго времени суток, доброго дня, Елизавета, да, там ну, что-нибудь такое. Вот, а когда тебе скинули какой-то мимас, он прям ржачный. Я такая, блядь, что это такое? А приду-ка я к ней на процедуру, как она меня развеселит. Реакцию ты вызвала. Еще мне очень нравится момент, знаешь, когда вот эта женщина держится за вагон или там, что там, лодка, которая отплывает, и там, я не договорила. Ты отправляешь ей и пишешь: Наталья, я не договорила. Да, и эту картинку. Ко мне сегодня приходила девушка. Дело в том, что ее ситуация очень сильно вашу напомнила. Она тоже боялась удалять перманентный макияж, потому что там девочка знакомая не удаляла, говорила, что это больно и долго, и там, т.д. и т.д. Вместе с тем пришла к нам, доверилась. Мы буквально за 2 процедуры уже получили неплохой, как бы такой исходный материал, да, на котором можно работать. Ну, естественно, можем описать, что более-менее там чистый холст кожи, да, или как-то там, смотря какое у вас позиционирование, какой у вас стиль тоже коммуникации, да, кому-то уместно сказать: такую кожу бомбяу получили, что-то там, если это была бы, например, Натали Веда, да, которая хорошая, вот это все, это было бы в кассу. Если вы такой консерватор, да, и вы исключительно на вы, подберите свои вот эти фишечки, как вы общаетесь, взаимодействуете с аудиторией в сторис, это тоже очень классно работает. Так вот, и вот сегодня к нам пришла она после всех удавлений, как только кожа у нее зажила, и мы сделали свеженькие красивые брови. Посмотрите, как кайфово получилось. Просто вспомнила, потому что тоже вы говорили, что вы переживаете. То есть у нас: Наталья, здравствуйте, я не договорила. Вот это где вы держитесь за... Там вот это на картинке, да? Потом вот этот текст. И смотрите, как было, как стало. И отправляем ей. Было, стало. Получается, мы вовлекаем клиента за счет того, что мы помним его первоначальный запрос, да, и это сегодня, допустим, да, вот вчера она спросила про удаление, например, и сегодня у нас клиент на удалении, и мы тут же говорим там: Наталья, вы вчера спрашивали про удаление, и вот у нас сегодня клиентка, и вот у нее точно такая же ситуация, вот посмотрите, как вам, давайте я вас запишу, я правильно понимаю? Да, да, то есть ты прям по ее душу, присоединяясь к тому, что для нее тогда было важно и ценно, что для нее являлось камнем преткновения, почему она боится, не может, не хочет, неважно. Присоединяешься, говоришь: почему пишу? То есть ты как бы, смотри, ты прецедент нашла, как бы такой законный повод, почему ты ей пишешь. Не вот это идиотское: Наталья, здравствуйте, ну так что? Вы подумали? И они обычно игнорируют и говорят: да, девочки, я сама напишу, если что. Да, вот, кстати. И ты в тупик как бы входишь. Как вот с этим быть? Минимизировать это. Минимизировать вот такие их односложные ответы. Ты понимаешь, ты провоцируешь человека на определенный тип ответа. Твой вопрос должен быть поставлен так, чтобы с наименьшей вероятностью он спровоцировал ответ «да» или «нет». То есть ты даешь альтернативы по выбору, ты уточняешь. Смотри, ты не спрашиваешь, как бы, ты не ставишь вопрос таким ребром: вы приедете или не приедете? Ты говоришь: Наталья, так я вас жду в будни или выходные? Выбор без выбора называется эта техника в продажах, да? Мы с вами начнем с чего? С губ или с бровей? Почему спрашиваю? Такие пигменты приехали, сейчас я вам покажу. И эмоциональную погружаем, показываем до и после, до и после. Угу. То есть, получается, при продаже очень важно сориентировать клиента не только по там, свободному времени, свободным дням, по стоимости, но также начать погружать уже в процесс работы. Конечно, то есть, да, вот как ты говоришь, там, про пигменты, про процесс, про там, другие клиентские работы. То есть важно с человеком вот как будто бы вот уже вот как пожениться. Во-первых, смотри, это выгодно. Как инструмент использовать для возврата. Вот помнишь, твой вопрос был, да? Перечисли те самые моменты, когда вроде бы скрипт используешь, но ты одна, админа нет, заявки какие-то поступают, сарафанка нет-нет, да еда работает, но ты не знаешь, сколько денег заработаешь на следующей неделе, что делать? Вот мы перечислили, да, исключить очевидные ошибки в работе со своими потенциальными клиентами. Дальше еще немножко, да, можно будет об этом поговорить. Вот, и действие номер 1, если бы я была мастером, и я поняла, что клиентов мало, я без денег. Я бы подняла весь директ свой просто, весь WhatsApp и все соцсети, глянула бы, с кем, на чем конкретно остановился у нас диалог, кто, где, когда отвалился, на какой ноте закончилась наша беседа, и использовала бы тему диалога вот этого как повод, вытащила бы, как, понимаешь, прецедент мне создать надо. Что такое прецедент? Шла мимо продуктового магазина и вспомнила, как мы в прошлый раз тут с тобой мороженое купили, обожрались. Вот поэтому и звоню тебе. Наташ, почему звоню? Прохожу сейчас, представляешь, мимо нашей кофейни, где мы с тобой кофе любим пить. Я к тебе с вопросом. Прецедент
Прецедент. Лучше всего в качестве прецедента использовать ту проблематику, об которой вы споткнулись. Боюсь удалять, не хочу удалять, больно, дорого. Вообще-то я хочу просто красивые брови, мне вот это вот все не надо. А можно тогда вы, когда удалите, в этот же день сразу новые набьем, да, часто. Вот. Или я не хочу удалять, вот просто ярче сделайте, да. Ладно, я еще подумаю, просто у меня подруга как-то сделала брови. Красиво было сначала, но потом синие стали просто. Вообще она долго так мучилась, их удаляла. То есть тревожная какая-то девушка, да, не уверена. Вот. Ладно, сделаю, да, только попозже буду, как в город приеду. Потом напишу вам. И вы такие, да, конечно, хорошо. Хотя по факту могли сразу же ее записать на то число, когда она в город приедет. Так вот, у нас, смотрите, мы зашли и глядим. У нас 6 таких, 5 таких, 7 таких, 8 таких, с которыми остановился диалог на чем-то конкретном. Да? Здесь у нас было препятствие, что она не в городе, она в командировке. Тут боюсь боли. Тут не хочу удалять. Тут надо посоветоваться с мужем. Он такой вот скептически относится к вот этим всем процедурам. Он не понимает, да, что есть перманент, просто губы накрасить условно долговременной, классной, качественной помадой, да, хорошего качества, такого люксовой, вот, что это больше про некую коррекцию цветовой эстетики, а не иглой, когда тебе колят и делают вот что-то такое огромное, да, мужчина не понимает, и он привык к своей женщине вот такой, и у них там какие-то особые договоренности, неважно. Точно сориентируюсь, к какому вашему мастеру пойду, потом скажу, решу, а вы так ее не сориентировали, да, а у вас несколько мастеров, и вы смотрите, что я могу сейчас каждый из них написать для того, чтобы использовать этот прецедент для возврата? Ей надо показать кейс до и после, где девушка тоже боялась удалять, а потом поняла, что это вообще быстро, не так уж и больно, за секунду, и через очень короткое время потом можно, в принципе, прийти и сделать свеженькие, очень красивые брови или губы. И если у вас есть вот эти короткие, маленькие интервьюшки, по 15 секунд, по минутке, где человек такой, оля, это разрыв, просто, я тебе скажу, как этот прикол, когда девушка ест такой большой торт ложкой такой. Сейчас только что отрыв фляги произошел, просто, ребята, это так вкусно. То есть, если вы снимаете этих коротких интервью, где она лежит у вас, а что, все? Удалили уже? Блин, я больше боялась. Слушай, попекло чуть-чуть, но оно так быстренько. Я думала, намного будет сложнее, там больнее, т.д. и т.д. Слушай, все, и что, и получается, через месяцок можно подойти уже, да, и сделать? Вы, да, короткий, маленький, ёмкий видос. И вы, Наталья, здравствуйте, чистила сейчас переписки. Вспомнила наш с вами разговор, что переживали. К нам недавно пришла девушка, представляете, примерно в то же время писала, что и вы что переживает удалять брови, боится, что будет больно и долго. В итоге решилась. Смотрите, пальчик вниз. Вот это видео, а потом, и вот она недавно к нам пришла, как восстановилась после удаления. Мы такие роскошные брови сделали. Скажите, вы примерно такой же эффект хотите получить? Такая же вам форма понравилась, верно? То есть мы не то что, записываю, то есть отпусти давление и как бы наводящими вопросами. Забота такая. Аккуратно, да. Вы напомните, пожалуйста, вы же именно такую же форму хотели, да? Насколько я помню, у вас немножко, вы говорили, да, не хватает объема волосков, хочется восполнить, да, количество волосков, простроить более такую плотную форму. Вот. У нее, мне кажется, просто очень сильно похожа ситуация на вашу, поэтому решила показать результат. Вдруг для вас это будет интересно, важно. Понимаешь? Получается, мы вовлекаем клиента потенциального, пока еще который не записался, у нас стадия переписки, мы вовлекаем, во-первых, сами вовлекаемся в его ситуацию, проблему, что он хочет, что он не хочет. Мы должны выявить, чего он боится, и при этом всем вовлекаем в свой какой-то заранее подготовленный контент, по возможности направленный на эту тему. И тогда человек уже чувствует себя достаточно комфортно, уютно, и ему уже не так страшно записаться. И я думаю, Конечно, да. У нее формируется внутри, мне тут точно помогут. Да. Моя ситуация не уникальная. Они с таким работали, они с таким сталкивались. У них в этом есть определенный такой, знаешь, багаж кейсов. Есть люди, которые приходили, и они им помогли, и они тоже этого боялись, тоже об этом говорили. То есть я к чему? Обычно, знаешь, когда мало клиентов или не удается кого-то записать, начинаем думать, наверное, у меня не та аудитория, не те подписчики, аккаунт не раскачан.
Нужно подумать, как дать рекламу, как привлечь новых людей. Вместо того, чтобы посмотреть на тот актив, который у тебя есть прямо сейчас у тебя в переписках в WhatsApp, просто, знаешь, всегда готова рвать на себе футболку и говорить: пустите меня в ваш директ! Пустите меня! Пустите! И сейчас налево, направо, налево, Ты не направо всех представляешь, раскидаешь. какие у меня были случаи, когда ко мне приходили просто абсолютные топы индустрии, так как я работаю, да, с такими прям людьми, там, как Ира Короб, да, и многие другие, чтобы я там под ключ мне сдают просто своих продажников, приходят ко мне на консультации, чтобы мы смотрели, почему их не продается, не знаю, там, конференция, там, пигменты, допустим, там, мастер-класс, базовый курс, процедура, вот что угодно, разные запросы, и мне говорят: Тань, что не так? И я говорю: слушайте, ребят, ну здесь же вот эту штучку крутани, и там классные вещи происходят. То есть всегда проще вытащить деньги быстрее, получить клиентов здесь и сейчас из тех, кто вам писал когда-то, чем инвестировать и вкладывать деньги в людей, которые к тебе еще не пришли, и они вообще тебе ничего не знают. Ты в этих людей, которые тебе писали когда-то, уже вложилась деньгами, временем, силами. Ты их уже чем-то привлекла, просто тогда ты им не продала. Вот и все, так продай сейчас. Знаешь, хотелось бы перейти к такой интересной теме, что да, важно идти по скрипту продаж, важно в этом скрипте, если ты им уже пользуешься, на нюансы обращать внимание, чтобы ты где-то человека не слил, где-то не потерял. А ты рассказывала о том, что к тебе часто обращаются мастера, у которых есть свои курсы, что ты для них записываешь блоки в их курсы, для того, чтобы как можно большее количество мастеров узнало о том, как можно правильно продавать в переписке. И вот хочется затронуть такую образовательную часть больше, потому что ты говорила, что будешь организовывать конференцию. Как раз я так понимаю, что одна из частей будет направлена на то, чтобы мастера становились более успешны в продажах. Вот расскажи, пожалуйста, немножко об этом направлении. Вот как вообще... Что может быть полезно узнать еще мастерам? Ну вот смотри, относительно учебных пособий, учебных материалов. Часто ко мне обращаются мастера перманентного макияжа для того, чтобы я для их студентов-базовичков, либо для их студентов, которые приходят к ним на повышение квалификации, имея доступ к какой-то их онлайн-платформе, могли получить материалы от меня относительно переписок с клиентами. То есть приходит, допустим, ко мне девушка, которая преподает базовый курс. И, естественно, надо понимать, что там начинающие мастера перманента, они же как птенчики. Ну, то есть научили красиво делать работу, держать в руках аппарат. Какие-то вот моменты, вот эти вот азы предоставили. Но она выходит в этот большой, чужеродный, страшный мир, где нужно уметь отстоять себя, презентовать себя, свою работу, да, и не сокрушаться. А у новичков это частая история, когда надо назвать стоимость, и коленочки как-то трясутся, да. И, естественно, как бы, смотри, я записываю мини-курс, ряд каких-то коротких, очень таких концентрированных уроков, даю шпаргалки, основы, скрипты продаж. Вообще, в целом, объясняю в этих уроках, полностью разворачиваю саму ценность и важность того, как они на базе того, что начинающие мастера могут сейчас в долгую простроить правильные отношения с теми, кто к ним обращаются. Также даю инструменты, как они любых своих знакомых женщин, коллег, с которыми где-то как-то взаимодействовали, могут грамотно оповестить, что, слушай, я сейчас мастер перманентного макияжа, и чтобы это не воспринималось, я в НЛ или я в Greenway, присоединяйся в нашу дружную команду. Знаешь, как бывает, да, это вызывает определенный негативный подтекст, ну вот такая реакция у людей. Вот. Также дает себя точные рекомендации, так как я интернет-маркетолог, что они могут использовать в плане продающих каких-то фишек, внедрить в визуал там своего аккаунта, да, отобразить в шапке профиля, потому что человек смотрит на шапку профиля, и там тоже надо продающий, да, написать, кто ты, почему я должна выбрать тебя прямо сейчас, и чем ты можешь помочь мне прямо сейчас, потом, как я могу с тобой связаться, да, 3-4 строчки, которые сразу такие бьют в глаза, куда тоже можно вставить что-то про свою уникальность, протранслировать, да, какой ты вообще человек, мастер. Вот, и получается такое классное, очень информативное учебное пособие. Вот мы с тобой говорили еще до того, как у нас камера-мотор, что до Нового года за месяц я 27 видео блоков записала, то есть в каждом это мини-мини-мини маленькие такие уроки, то есть это было 27 клиентов, которые мне заказали такое видео. Казалось бы, да, Тань, запиши один раз и всем как бы готовый материал давай. Нет, мы делаем как, я знаю просто, насколько это важно, ценно моим клиентам, заказчикам, мастерам, да, тренерам,
мы берем полностью на себя со своей командой вот этот продакшн, то есть мы делаем с логотип, фирменный знак, вся фирменная стилистика. То есть заказчик получает видео, которое очень классно интегрируется в его контент. Это очень важно, да? Вот, как бы есть материал уже готовый в записи, но я вот такое хочу давать людям, чтобы это было персонализировано, и чтобы, когда ее базовичок будет смотреть видео, я говорю, вот твой преподаватель, Елена такая-то, допустим, она тебе правильно говорит, когда ты слышишь у нее вот это, вот это. То есть это еще очень классный мостик, что я здесь своя, мы с ней знакомы, я не какая-то тетка с телевизора, я знаю твоего руководителя, я понимаю, что у вас там происходит. Тоже очень классный такой момент. То есть это про заботу, естественно, это большое очень, знаешь, как конкурентное преимущество. Про конференцию ты задала вопрос. Знаешь, бывают такие случаи, когда вот это из рубрики «Сидела женщина, скучала». В ночи ты такая сидишь, а почему бы мне? Не создать конференцию. Да. Это ведь так быстро и просто. Это ведь так легко. Нет. И увлекательно. Да. Вот. На самом деле, я, такая сидела и думала, так, Тань, я человек, которому нужна постоянно заруба. То есть мне не нравится вот это, когда легко. Это ненормально. То есть должно, конечно же, быть вот так вот все легко. Я расту и развиваюсь, но я как говорил это в интервью Тинькофф, я так чувствую. Вот. Мне нравится жить и развиваться в своей профессии, когда мне сложно, потому что только в условиях, когда мне сложно, знаешь, как мышцы растут при сверхусилии. Я что-то создаю, генерю, побеждаю саму себя, прорываю новые потолки, обзавожусь новыми интересными связями. Вот такое все. И я такая думаю, я думаю, у меня есть вот такие-то активы, у меня есть такие-то классные результаты, я вот столько-то лет в индустрии, в профессии, супер, класс, хорошо. Что я могу еще сделать, как я могу самовыразиться как эксперт, и какую большую боль в 2024 году, вот именно боль бьюти-мастеров и предпринимателей, руководителей, производственников я могу решить. Я поняла вот что. У нас присутствует определенная проблема с кадрами. Ну, то есть, люди очень хотят денег, но особо не хотят работать. И я думаю, ты как человек, да, в управленческой такой должности, понимаешь, о чем я говорю, когда нам нужно найти дизайнера, таргетолога, рилсмейкера, сторисмейкера, ассистента, и пошел до бесконечности список. И так ценно, когда ты урвал ценного такого вот алмазика, человечка адекватного, который правда любит работу свою, да, который правда тебя понимает, он адекватен, он не опаздывает, он делает ровно то, что ты просишь его сделать. Если зайти в каждый чат мастеров по перманенту, и не только, бровисты, я тебе хочу сказать, колористы, хейр-мастера, там различные бровь-мастера, лазерные эпиляции, косметологи, там прям через одно порекомендуйте, пожалуйста, таргетолога проверенного, хорошего. Порекомендуйте, пожалуйста, дизайнера, который не выносит мозг, слышит меня с полуслова. Порекомендуйте, пожалуйста, какого-то такого специалиста, хорошего, проверенного. И все на рекомендациях на самом деле держится. Все вот так, Вась, знаешь, такие 90-е немножко происходят. Все через своих там, кому-то там заносятся в этот момент какие-то откаты, мне кажется, знаешь, там какой-то вот такой рынок. Ой, все, микрофон сегодня, это моя любовь. Но мне такой нужен в студию. Вот, и, а с продажниками, слушай, это же отдельный кайф, потому что вот найти себе специалиста, который будет консультировать твоих клиентов в социальных сетях, это очень сложно. Все такие, вот надо прям хорошего продажника, надо вот какую-то вот девочку, которая там прям что-то там. Во-первых, их очень глобализируют, что это некая священная фигура, которая знает все. И вот она должна прийти и вот так в продажу тебя стрельнуть. Я тебе могу сказать, меня тоже иногда глобализируют, когда я прихожу на какую-нибудь планерку, где меня привлекли как специалиста по продажам. Говорят, Тань, давай. Я говорю, ребят, здесь нужно придумать сначала, что делать, потому что ситуация такая. Ну и там что-нибудь сейчас вот так вот, чтобы оно полетело. Вот, на самом деле идет сложный процесс. И я говорю, когда, знаешь, мне на встрече, Татьяна, я на вас рассчитываю, у меня последняя надежда на вас. Я сразу говорю, спасибо, я занята. До свидания. Я прям очень с большой тревогой, да, когда мне такое говорят. Ну, потому что возлагаются очень сильно большие ожидания. И вот оно вот там вот именно как назло пойдет что-нибудь не так. Я сразу немножко такая, я говорю, слушайте, я как специалист делаю все возможное от меня, но бывают разные истории, бывают разные ситуации. Давайте работать, давайте будем смотреть. И я придумала, а что если создать такое мероприятие, которое будет работать как мостиком между мастерами, руководителями, тренерами, производственниками и специалистами вот этими скрытого тыла.
которых мы обычно очень сильно ищем по рекомендациям и сильно-сильно хотим к себе забрать в команду. И потом страшно еще ими делиться, знаешь, такое, сейчас таргетолога порекомендую, она мне там рекламу сольет, не знаю, у нее будет меньше времени на мою работу оставаться. То есть рилсмейкеры, сторисмейкеры, продюсеры, управленцы, технические специалисты, все-все-все, они вот на одной стороне, а здесь мастера. И представляешь, мастера, тренера, руководители. Это вот я клянусь, я вот так вот ночью рассуждала, как тебе сейчас рассказываю. Я такая, так, представляешь, они приезжают, садятся в зрительский зал, и вот, например, таргетологи выходят на сцену, и они прям показывают зрительскому залу то, о чем фактически говорят. То есть никогда выходят на сцену, и я такой, я там, вот, ну, как любят у нас люди, да, когда ты на словах Лев Толстой, а на деле мы знаем кто. А когда таргетологи выходят, и они прям, мы готовы открыть ваши рекламные кабинеты прямо сейчас и рассказать вам, где вы теряете прибыль. И прям показать, где какие гайки прикрутить. Когда продажники выходят, и на твоих глазах тебе продают. Говорят, давай, пусти мне свой директ, я тебе покажу. Когда управленцы выходят, смотрят на то, как устроено у тебя все в бизнесе, если у тебя какая-нибудь проблема, да, с кадрами, и дает тебе сразу что-то, что ты фактически можешь внедрить прямо здесь и сейчас. И дизайнеры, которым ставится задача, дается там ровно 20 минут, дизайнеры выходят и показывают, как они для тебя все, допустим, 5 человек нарисовали макет по твоему ТЗ. И ты смотришь, у кого какое видение. Эти все дизайнеры под разный бюджет, с разных миров. И ты тут же за один день конференции можешь себе самых алмазов забрать в работу, либо кого-то там одного, знаешь, точечно под проект или на постоянное трудоустройство. И я такая, это гениально. Взяла обратную связь у многих мастеров. Они мне сказали, Таня, это очень круто. Сложности возникли сразу же относительно того, что вот эти специалисты, они такие, выйти, показать, что я могу. Я уже, знаете, переросла тот этап, когда мне нужно выходить и кому-то что-то доказывать. Это первая категория. Вторая категория, я выступать, да мне удобнее где-то там сидеть. То есть люди не готовы ехать, ей комфортно сидеть за ее ноутбуком и не вылазить со своего какой-то там вот, знаешь, комнатки. Но, это значит, там еще вопрос, что нету задачи приобрести клиентов. Да, я говорю, слушай, хватает клиентов, но я вот что-то как-то, я говорю, хорошо, давай не выступать, давай в зрительский зал, ну просто ты попадешь, представляешь, там 150-200 твоих целевых потенциальных клиентов. Не обязательно выступать, но там круглые столы, можно походить, да, посмотреть. Пообщаться. Потому что приедут же мастера не то, что у которых там уже, знаешь, тренерские курсы, студии, там миллионные какие-то обороты. Есть мастера, которые зарабатывают, не знаю, там 30, 40, 50, 100, и у них, может быть, есть заинтересованность в каком-то администраторе, например, в социальные сети, а ты бы хотела себе постоянное стабильное место для трудоустройства. И вот, ну, как бы она потянет твой запрос. Да? Ну, такой как бы есть момент. То есть я такая, ага, то есть не все хотят выступать, не все хотят туда, не все хотят это, не все хотят это. Еще очень много есть тщеславия и короны. Они понимают, что они в дефиците просто. Особенно продажники. Я работаю только там с такими-то людьми, чтобы я выходила, еще что-то там доказывала. Фи. Я такая, знаешь, сижу на все смотрю, думаю, боже, если бы мне сказали, Тань, езжай на конференцию, покажи, докажи, я бы сказала, конечно. Где мои сандали? Пустите меня! Понимаешь, я люблю так сильно свою работу, я могу про продажи рассказывать часами. Я вообще не человек, который там, так, нужно придумать многосоставную воронку, продумать маркетинг, еще что-то. Я человек, который может донести сложное простыми словами в переписке, по телефону, при личном контакте, выстроить коммуникацию. Ко мне приходили даже, знаешь, такие люди на консультации, типа там, у нее большое ивент-агентство, и вот она, как доносит смыслы, трудно ее клиентам, они ее не понимают, она для них какая-то недосягаемая, далекая, а у нее есть варианты и побюджетнее. И она говорит, расскажи, как вот понятнее изъясняться. Такое тоже бывает, понимаешь? Вот, мы столкнулись с такой проблемой. А потом я поняла, значит, на этой конференции будут только те специалисты, которые прошли мой отбор, которые точно хотят развиваться, которым правда нужны деньги, которые действительно готовы показать то, о чем говорят. Таков путь, Тань, это путь воина. Понимаешь, говорят, это идиотизм, это путь воина. Это вот про конференцию «Я, мы в бьюти», которая будет 15 марта в Сочи, отель, конференц-зал «Хаят». И я должна сказать, что
я достаточно быстро победила вот эту историю. У нас потрясающие специалисты, которые к нам едут сейчас и в зрительский зал будут выступать. Вот. У нас можно смотреть онлайн. Конференция будет транслироваться по факту в вебинарной комнате. Да? Можно смотреть нас онлайн. Сейчас активно у нас продаются онлайн-билеты для тех мастеров, которые не могут физически к нам приехать. Да? Вот. И, конечно же, мы ждем мастеров, тренеров, преподавателей, которые хотят развиваться, потому что ты не только приезжаешь, да, можешь забрать много специалистов к себе в команду или хотя бы одного, ты еще приезжаешь, и ты за один день получаешь колоссальное количество поток бесплатных консультаций от самых разноформатных специалистов по продвижению, маркетингу и продажам, от топов до, знаешь, менее известных, но чертовски талантливых ребят. То есть как бы это вообще отрезвляет. То есть, получается, цель конференции — соединить мастеров и команды, которые могут им помогать осуществлять продвижение, продажи и в том числе какую-то упаковку. То есть цель конференции, наша конференция работает как сваха между специалистами, мастерами, тренерами, преподавателями. Одни получают работу, другие себе кайфового специалиста в команду. Даже если кто-то едет без запроса о людях в команду, ты все равно как бы посмотришь, послушаешь, а кто вообще как бы есть. А какие люди, а что они считают относительно твоей ситуации. Еще очень большое преимущество, я вот таковым нахожу, сейчас как бы определяю, у нас не только там будет перманентный макияж, у нас также есть представители, которые к нам едут из сферы ногтевого сервиса, визажисты, бровисты, студии лазерной эпиляции, многопрофильные салоны красоты. Я считаю полезно вылезти немножко из своей коробочки, если мы засиделись, да, в перманенте, все вокруг да около этого. Посмотрите, как и другие специалисты, ваши коллеги из других ниш продают, продвигаются, как они привлекают клиентов, что они рекомендуют делать. Потому что у нас помимо самих специалистов будут выступать представители очень яркие, проявленные по каждой нише. И они тоже будут делиться опытом, поддерживать беседу с вот этими специалистами, знаешь, как бы проверять их на адекватность. Мы прям придумали очень интересные такие моменты, когда, допустим, выходят СММ-специалисты, садятся на сцену, а с ними мастер, у которой прям есть студия и коллектив. И они говорят, мы считаем, нужно взять вот это, вот это, вот это. А она такая, нет, мы так делали, не работает это. То есть, чтобы они могли поддержать живую вот эту горячую дискуссию, да, чтобы это был интересный, содержательный разговор. Вообще людей пугает все новое, я могу так сказать. Это я просто путь воина, первооткрыватель. Меня очень меня драйвит, будоражит этот проект. Он вообще не про деньги, ты знаешь. Он создать что-то кайфовое, классное, то, чего вот прям сидишь и есть не можешь, тебе надо записать что-то. Мне очень сильно хочется сделать для индустрии действительно что-то очень классное. Я хочу стоять потом на сцене, понимаешь, 15 марта. И, может быть, это будет не так, как я изначально придумала. Я дала себе на это право. Потому что ты, когда делаешь что-то впервые, это не будет как, знаешь, Илон Маск сделал первую в свою жизнь вот эту ракету, да, и она прям полетела и долетела. Нет. То есть я закладываю какие-то риски определенные, но я точно могу сказать, что это будет с заботой о людях. Вот. И в дальнейших, как бы в перспективе, я рассматриваю создание сообщества, куда можно зайти, написать свой запрос по поиску нужного тебе специалиста в помощь, и откликнется много адекватных людей, которые через меня, как через заботливая ситочка, уже прошли. И откликаются только адекватыши. С нами классные уже партнеры, которые едут нас поддержать. Русское радио, например. Многие СМИ сочинские. Для нас будет выступать диджей Формулы-1 и Fashion Week. После уже такой как бы официальной части, когда у нас будет неформальная вечеринка. Формат конференции интересный, соединение специалистов полезное. Конечно же, со своей стороны могу сказать, что конференция — это всегда еще в первую очередь, мне кажется, про общение между участниками, между спикерами, и все как-то коммуницируют, те же самые там кофе-брейки, все, а как тебя зовут, а чем ты занимаешься, а давай там подпишемся друг на друга в соцсетях. Это хороший повод выйти откуда-то из вот ракушки, где ты сидишь и вот видишь одно и то же, посмотреть на мир, так сказать, приобрести какое-то хорошее настроение и, скорее всего, я думаю, что полезные контакты. Ты знаешь, вот полностью с тобой согласна. Мне вчера буквально девушка написала: Татьяна, я СММ-специалист, я тут периодически даю консультации, у меня есть девочка знакомая, она хочет открывать студию по перманентному макияжу. Ну, может, кабинетик сначала какой-то. Ей будет туда ценно и полезно поехать. Я говорю, слушай, там будет столько мастеров по перманентному макияжу, у которых и на стадии «хочу студию», и есть студия, и целый там ряд студий, и уже там туда дальше пошел масштаб. Я говорю, если бы мне сказали: Тань, заплати там чисто символическую цену за билет, проходи в пространство у людей, у которых получилось. Пообщайся с ними.
Я бы сказала, куда платить? Где мои сандали? Я готова. То есть, вот понимаешь, даже если сейчас нас смотрят мастера, которые только-только-только вот закончили недавно базу, и практикуются, да, исследуют вообще этот мир, погружаются в него, и есть потребность развиваться, обзаводиться поддерживающим окружением. Когда ты заходишь, а там все люди с тобой про одно. Я бы тоже очень рекомендовала. Пожелала бы нашим еще мастерам, которые нас смотрят, энергии. Энергии, да. Потому что если вы с потухшими глазами, и вот как-то вот все так грустненько, не придут на вас люди. Еще, согласись, есть такой момент, пару слов буквально скажу. Пошел поток, когда если мы возьмем очень талантливого мастера, ну, который, знаешь, как бы работает там, пушка-пожар, вот, ну что-то пригрустило. И мастера, который год-два в профессии, работает не так, чтобы вау, пушка, да, вот, но оно вот такая вот вся просто. У нее там в сторис что-то непонятные шрифты, она как-то их странно оформляет. Просто в ленте киш-миш, но она выходит в эти рилсы, в какие-нибудь эфиры, в сторис, она там так всех разрывает своей энергией. Мне кажется, большее число успешных людей — это энергичные люди, не столько талантливые, какие-нибудь там усердные. Да, дисциплина — это огромная часть, огромный такой большой пласт. Даже, я бы сказала, талант — это типа вот столько, да, а дисциплина — это вот столько. Но все успешные люди с успешными проектами — это энергичные люди. Вот, поэтому хотела бы сказать, что без энергии вы ничего никому никогда не продадите. Даже если у вас классный продукт, если вы будете умирать в процессе, пока продаете свои брови. Вот, женщина умрет вместе с вами. Здесь я полностью согласна. Чем более человек энергичный, чем больше он открыт этому миру, чем на большее количество всяких мероприятий он вписывается, тем у него и глаза горят больше, и успеха к нему приходит больше. Поэтому, конечно, я желаю, чтобы все получилось, чтобы все состоялось, чтобы... Ой, дай бог, дай бог. Посылаем, да? Как мы загадались все быть богатыми и счастливыми чуть-чуть раньше, да? Теперь у нас новый посыл, как бы, чтобы конференция удалась. Согласна. Еще мы с тобой обсуждали, что ты для зрителей подкаста хотел бы сделать небольшой подарок. Расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы его получить, и что это будет? Есть аккаунт конференции «Ямы в бьюти». Я думаю, мы прикрепим, да, ссылочку. Когда вы подписываетесь на аккаунт конференции, вам автоматически наш заботливый бот высылает подарок. Там топ способов по привлечению клиентов. Большой, очень кайфовый гайд на 70 плюс страниц. Способы платные, бесплатные, максимально подробно расписанные, прям где-то со скриптами продаж, где способ об этом, да, с картиночками, с навигационной информацией. Обычно наши дорогие гости аккаунта конференции в восторге, когда получают от нас подарок. Плюс также у вас будет возможность ознакомиться побольше, да, с концепцией конференции, пообщаться с менеджером, который вам подробно все расскажет, посмотрите, какие интересные люди к нам едут. Вот. И также, что хочу сказать. Мой аккаунт личный, да, там настроен так интересно бот. Мой технический специалист, конечно, гениальный человек. Вы когда плюс ставите под любую публикацию, что Reels, что пост, вам автоматически прилетает топ-30 тем для богатого бьюти-мастера. Вот как раз-таки о чем говорить со своей аудиторией в социальных сетях, что транслировать, чтобы вы для них не только были просто как, знаете, мастер, вот, который технически там пилит классную работу, а чтобы вы перед ними раскрылись как интересная многогранная личность. То это вот мой аккаунт. Плюс там же в директе моем есть только я. Я всегда открыта к любой обратной связи, поэтому если у вас есть какой-то вопрос, что-то там надо перетереть, обсудить, вот, вы мне, пожалуйста, пишите, подписывайтесь, как говорят обычно, ставьте лайки, отправляйте воробьев. Вот. Я вам буду всем очень сильно рада. Татьяна, спасибо большое тебе за такую объемную, очень объемную беседу. Много ты рассказала про ошибки в переписке, про то, как и в какие моменты случайно или не случайно уходят клиенты, и что самое главное, рассказала, что с этим всем можно делать. Я уверена, что для тех, кто посмотрел этот подкаст, это было мега ценно и мега полезно. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Даже лучше, что мне понравилась вот эта идея, или я никогда не думала, что это так работает. То есть любые какие-то свои инсайты, открытия, все что угодно, все, что касается нашего диалога, потому что Татьяна действительно поделилась просто невероятным количеством пользы, и хочется быть, скажем, благодарными зрителями.
Вот, а я буду читать все комментарии, там можно писать, мне кажется, да, обо всем. Помнишь, мы сказали, у нас нет закрытой темы относительно моих бровей. Вот. Не, эмпатичный, максимально открытый к разговору человек. Вот, не, на самом деле, шутки шутками, да, пишите, задавайте вопросы, потому что я в том числе смогу отреагировать тоже там на комментарии, да, и добавить какой-то... Вообще, такие темы, знаешь, оно бывает... Ты немножко как бы сковырнула, вопрос есть, но ты не до конца поняла, и с удовольствием почитаю. Мне прям очень сильно интересно посмотреть, кто где для себя что нащупал. Буду очень, конечно, рада, если прям кто-то для себя хотя бы какой-то вот инсайт поймал. Иногда одна какая-то вот вещица, маленький нюанс, он меняет все. Вот. И ты такая тынь, щелкнула, пошла делать по-другому. Новые деньги, новые записи, новые результаты. Единственное, что хочу сказать, не ссыте продавать. Весь мир продан кем-то, кому-то. Просто прикиньте, этот микрофон, идею об этом микрофоне кто-то кому-то продал, а потом продали вот сюда, чтобы он здесь был. Идею об этом стаканчике кто-то кому-то продал. Сказал, слушай, а если мы сделаем стаканы, прикинь, он вот такой вот мягкий, вот легко можно скомкать, вот, он легкий, классно утилизируется и, значит, воду держит в себе, либо любую жидкость. Кто-то это придумал, кому-то продал, кто-то купил. Все вокруг вас — это плод чьей-то идеи, проданной кому-то. Я благословляю всех, кто нас смотрит на очень большие продажи. Вообще обычно говорят, Власова — это к деньгам. То есть там начинается какая-то движуха. Вот, дай бог, буду верить, что это так и есть. Благословляю этот канал и всех, кто нас смотрит, уважаемых мастеров перманентного макияжа, на большие продажи не в легкости, не продавать, не продавая, а прям чтобы вы их приняли, осознали глубоко всем сердцем, искали пути, искали решения и через заботу, любовь по отношению к людям стабильно, так нормально продавали, когда вы берете во внимание, что да, я продаю, я люблю то, что делаю, я вложил много денег в свое образование, я постоянно развиваюсь, учусь, мне не стыдно предлагать то, что я делаю. Вот только через такой контекст, только через такой посыл. Точка.